То, что у власти в Украине дураки, ну именно настоящие, набитые такие дураки, это ни для кого особо не секрет. Но я не ожидал, что настолько. Сегодня в Верховной Раде выступал некий воин света. Брав участь у визволенні населених пунктів Попасне та Лисичанськ. З лютого по квітень 2015 року був командиром бойової машини 3-го батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Брав участь в обороні населеного пункту. Депутаты не только этого созыва, все президенты, вся Верховная Рада, весь парламент встает и приветствует воина света. Воину света, понятно, написали бумажку, он эту бумажку должен был с выражением прочесть. То есть воину света сказали, выйдешь, прочтешь, да, сделаешь голос таким-то. Это все понятно, это нормально, но ненормально то, кого именно они туда притащили. А пока що... Головнокомандуючий Збройних сил України, шановні панове президенте, шановна голова Верховної Ради, шановні депутати Верховної Ради України, шановна громада. Я ровесник Конституции. Для начала поинтересуемся, кто это. Нигде информации не найдете, понятно, кроме украинской Википедии. Если ты хочешь попасть в украинскую Википедию, зайди и попади. Потому что украинская Википедия ставит абсолютно все. Над ней, я думаю, остальные Википедии тупо посмеиваются. Итак, мы начинаем. Закапец Юрий Михайлович. Выдающийся он чем? Что он солдат резерва Збройных сил Украины. И вот еще орден за мужність 3-го ступеня у него есть. Ну, понятно, что ничего другого у него нет. Но, повторяю, если ты хочешь попасть в украинскую Википедию, нет проблем абсолютно. И границ никаких нет. Попадай, пиши. Если сосед у тебя хороший парень, тоже его туда засунь. Суть не в Википедии, суть в том, кто выступал в парламенте и кому аплодировал президент. Не міг подумати, що в такому молодому віці мені доведеться зброю в руках захищати свою країну, її конституційний лад. Я бачив після перемоги Майдану, що ворог просто так не здасться. Вот Facebook нашего героя. Как я понимаю, они ездили, наверное, когда евро было. Что у него на футболке? Это стилизованная свастика. И эта футболка называется «Нет ножа, нет жизни». Видите? Он почему-то не в этой футболке пришел в Верховную Раду. Я не знаю, почему. Я розумію, що наш народ тоді лише виграв битву, але ще не здобув перемогу. Я не знаю, почему воин не пришел в этой футболке в Верховную Раду. Смотрелось бы весьма-таки занимательно. Более того, я не понимаю, почему он в этой футболке по Парижу не прогулялся. А почему он надел вот нейтральную вышиваночку? Чё ты в вышиванке, а не в своей футболке? Я понять не могу. Ну, я на самом деле понимаю, почему он не вышел в Париж. Это можно назвать, знаете, солдатская смекалка или военная хитрость. Потому что он прекрасно осознает, что если он выйдет в шмотках со стилизованной свастикой, то это же не Украина, это Париж. И в Париже эти граждане, как они их называют, там, второго сорта, да, нечистые, надают таких, что воин света просто не унес бы оттуда. Батьки вчили мене, люби свою країну та будь готовим її захищати. Вони підтримали мій вибір йти на фронт. Вони, а саме моя бабуся, щодня моляться за мене. Отмечаются они везде. О, что это у нас? Так я виконую настанову свого командира, старшого лейтенанта Олександра Сака, випускника академії, який під час оборони селища Піски сказав мені. Так что, не надо было строить из себя какого-то тупого потерпевшего. Надо было брать, распечатывать этот плакат с этим орлом, приносить в Верховную Раду и вешать прямо на трибуну. Потому что там всегда какие-то плакаты висели. То освободите Юлю, то освободите Надю, то еще кого-то освободите. А здесь вот просто такой плакат был бы. Хорошо бы под выступление пошел. Уверен, все аплодировали бы. Не принес воин почему-то этот плакат. Ну, это военная хитрость. За те, що вони виховали мене як патріота України. Нині я навчаюся у... Дальше что там у нас? Ну здесь просто героический расстрел в пустоту. Судя по тому, как он оттуда убегает, так врагов там нет. Скорее всего, это для документального фильма. Кожен з нас на своєму місці є захисником Конституції та України. Наша
Наша сила в єдності. Идем во ВКонтакте. Во вражеском ВКонтакте наш герой тоже зарегистрирован. То же самое. Отмечусь везде с флагом. Это, по всей видимости, опять-таки, повторюсь, на футбольный... Ой! 1488. Попался. Для тех, кто до сих пор не знает, что такое 1488, а в Украине теперь в каждом забитом селе молодежь знает, что это за цифры, с удовольствием их рисуют. Это кодовый лозунг. Первый лозунг был вдохновлен утверждением Адольфа Гитлера из первой части 8 главы «Mein Kampf», а число 88 является закодированным приветствием «Heil Гитлер». «Heil Гитлер». Так надо было зарядить сразу же в Верховной Раде. Я не могу понять этого воина света. Вроде героический парень, но почему-то какие-то вялые приветствия, там вітаю. Надо было вот так вот. Кожен з нас на своєму місці є захисником Конституції та України. Наша сила в єдності. А защищает, по всей видимости, тех, кого расово неполноценными считают. Он полноценный, а они неполноценные. Что там дальше у нашего воина света? Арийца. Ну, это все те же футболочки. Весьма популярны, кстати, футболочки. Кого я вижу? Пліч-опліч у боротьбі стоять волонтери, які підтримують нас на фронті. Капелани, які стали нашими духовними наставниками. Не знаю, но если его уже притащили в парламент, если президент ему аплодирует, то почему бы ему было не зигануть? Прямо там в Верховной Раде. Хлоп и зиганул. Почему нет? Ну я не знаю, застеснялся, наверное. Калино, ти не солдат, ти офіцер. Мій командир завжди вражав мене своєю мужністю, розсудливістю. Він першим ішов у бій. Можно ж было зигануть. Прям обидно даже. Мог бы показать всему миру, кто он на самом деле, показать свои убеждения. А то они как девочки себя ведут, серьезно. Убеждения есть, но прячет их, когда надо. О, вот с товарищами зигует. А в Верховной Раде не захотел. Ну право же, какой стеснительный герой. Я вообще знаю вот этих вот нью-арийцев, всего там, ну может быть человека 3, которые готовы прямо заявлять о своих взглядах. Это представители там очень радикальных групп и парочка Misanthropic Division, но они хотя бы говорят прямо и открыто: да, я вот такой. А если вы все равно тащите меня на свои эфиры, значит это вам косяк, а не мне. А вот этот вот, он какой-то стеснительный. Такой шанс просто взять с трибуны Верховной Рады, заявить о превосходстве белой расы. Или же заявить о чистоте расы, мол, раса должна быть чистая, да просто супер. Но при таких обстоятельствах клевых не зигануть, да это же просто преступление. Преступление опять-таки против белой расы, брат. Ты просто обязан был зигануть. Ты предал Адольфа. Я хочу бути поруч з такими людьми, а саме з ними ми разом збудуємо Збройні Сили України, які стануть взірцем для усіх країн світу. Да, вместе с ними ты построишь такие вооруженные силы Украины, которые станут образцом для всех стран мира, для всех планет даже. Вот с этими, вот с которыми зигуешь, с ними и построишь. Таким, на моє переконання, має бути кожен офіцер нової української армії. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Україно, в єдності твоя сила та слава. Слава героям України! Слава Україні! Дякую. Голос дрожал, прям так, ну волновался, видно, парень. Но почему под конец не зиганул и не крикнул «Зигай!» просто в зал? Я не знаю, кто его притащил. Порубий, администрация президента, Порошенко, такая мысль пришла. Но мысль гениальная, притащить нацика, поставить его перед депутатами, перед всем руководством страны, заставить потом руководство страны аплодировать нацику, который, не стесняясь, зигует, ходит в футболках с стилизованными свастиками. Но я не знаю, у меня просто нет слов. Мне кажется, эти идиоты опять попали в лужу. Зиг!